Общий расклад Таро на любовь, на отношения, откровенный разговор с его душой. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет онлайн-гадание на загаданного человека, на загаданного мужчину или на загаданную женщину. Универсальный расклад Таро, потоковое чтение, где мы с вами поговорим не только о мыслях, чувствах, планах, действиях, но посмотрим это с точки зрения энергетик и посмотрим с точки зрения глубинных связей, соединений с его душой, с глубинных чувствах и тех чувств, мыслей, планов и действий, которые ваш загаданный партнер скрывает. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Случайно выпадает карта 8 мечей. Есть какие-то риски, возможно, и они прорываются. Да? Начнем мы с того с вами, что посмотрим, как Таро видят вас двоих. И как карты Таро видят вашу ситуацию, чтобы вы понимали, ваш ли этот расклад. Смотрите, есть один партнер, есть второй партнер. Кто где, решайте сами. А вот то, что между вами, да. Ну или ситуация, как она выглядит. Первый партнер, скорее всего, рыцарь мечей. Это, скорее всего, близнец. Ну или какой-то воздушный знак. Но это больше мужчина, конечно же. Резкий, дерзкий, быстрый, стремительный, решительный. Ну и такой напористый и агрессивный, но неоднозначный. Неоднозначный такой вот он. Сегодня одно, завтра другое. Или может сочетать в себе какие-то качества дуальные, двойные, да. Хорошее, плохое или холодное и горячее, да. То нагреется, то остынет, да, вот так. Ну тут прям, смотрите, королева мечей и рыцарь мечей. Вы родственные стихии. Например, 2 воздуха, 2 огня, 2 земли, там, например. И, может быть, даже и 2 воды, без разницы. Вы как будто бы вот близнецы, да, условно говоря. Здесь весы, здесь близнецы, да. Но вы похожи. Вас объединяет то, что вас что-то объединяет, да, вот именно вот этот момент, да. И между вами есть что-то общее. Здесь, в этом раскладе, скорее всего, в этой ситуации, вы думаете одинаково, то есть у вас одинаковые мысли, но женщина здесь более спокойная, а мужчина более резкий и неуравновешенный. Женщина уравновешенная, мужчина неуравновешенный. Если вы чувствуете, что у вас наоборот, да, такое может быть, то есть вот так. Давайте вот, что же за ситуация там такая, звезда между вами. Во-первых, между вами дистанция, скорее всего, сейчас. Между вами красивые отношения. Между вами отношения, которые уже длятся давно. Может быть, не один день. Даже не один год, я хотел сказать. Вот так. То есть это вот как будто бы отношения из прошлого, с одной стороны. А с другой стороны, еще и в будущем будут продолжаться. И даже если сейчас между вами ничего не происходит, как будто бы все остыло, а у вас один воздух. Ощущение, что между вами либо остывание, либо пауза, либо вы не вместе, вот такое вот идет. Ну и также между вами может быть женщина тоже, к сожалению. Она тут есть, звезда, это всегда женский символ. И женщина может вас разделять сейчас, на данный момент. Да, если вы знаете, что между вами женщины нет, тогда, женщина здесь и разделяет по сути, поэтому... Какой бы ни был тут мужчина резкий, дерзкий и неоднозначный, при всей своей спокойности, шершеля фам, да, ищите женщину, и вам придется, немножко и разбираться и в себе в этом раскладе, и искать какие-то советы, подсказки, инсайты для того, чтобы понять, а что в кавычках с вами, в кавычках не так, для того, чтобы дистанция между этим мужчиной и вами была меньше, да, или чтобы отношения были немного потеплее, да, чтобы их, можно было согреть, что ли. Давайте немножечко посмотрим, заглянем в его душу, да.
заглянем в его душу, и учитывая то, что здесь рыцарь мечей, а это резкий разговор, резкий какой-то разговор. Вот давайте вот резко от души, да. Знаете, не хочет его душа пускать вас в свои границы. Ну, на данный момент он закрылся. И вот, вот душа хочет вам сказать, его душа вам хочет сказать. Даже вот язык бы его не сказал бы. Не подходи ко мне. Не подходи, не нарушай мои границы, не тревожь меня сейчас. Смотрите, душа бы сказала, а язык бы не повернулся. Вот он в одиночестве, когда остается без вас, он ощущает полную пустоту, но и свободу. С одной стороны, для него это хорошо, потому что он свободен, но с другой стороны, ему вас не хватает. Возможно, не хватает вашей дружбы, вашей преданности, вообще вашего присутствия. И на уровне энергии, когда он один, он не чувствует сил. Он чувствует пустоту. А вот она, 8 мечей. Он боится тебя потерять. Его душа тянется к тебе, потому что он не может тебя потерять. Он как будто бы связан с тобой красной линией, красной нитью. Возможно, он даже носит красную нить. А может быть, это твоя красная нить, которая находится у тебя, скорее всего, ну тут на левой руке. Она больше на этой карте, она на левой руке. Ты можешь написать, носишь ли ты красную нить и на какой она руке у тебя. Поэтому его душа тянется к тебе вот по этой карте, и он ощущает пустоту, несмотря на то, что он тебя вытесняет из своей реальности, потому что он скрывает, именно скрывает, что боится тебя потерять. Для него этот страх, он есть признаком связи с тобой. Вот так. Интересно. Давайте еще более глубоко в его еще более глубинные чувства погрузимся с вами в следующий слой. И вот посмотрим. Вот глубинные чувства, которые он не признает. Да, вот как будто бы он их видеть не может. Как будто бы не замечает, закрываясь в себе. Он чувствует к тебе, что ты для него солнце, что ты для него очень много значишь, что ты для него лучшее, возможно, лучшее, что у него было. Но он в этом как бы боится признаться даже себе. Это мужской знак, поэтому для него это как будто бы тоже страх. Он боится себе в этом признаться. Карта ложится рядом с 8, это все равно страхи. Поэтому он чувствует к тебе свет, и он понимает тебя. Но он это боится признать. И вот когда он вспоминает тебя, в нем вспыхивает эмоция, что он чувствует себя с тобой мужчиной. И эта эмоция такая, знаете, как будто бы стабильность. Когда он тебя вспоминает, он вспоминает еще параллельно те стабильные времена, которые вы провели вместе. То есть ему с тобой было спокойно. И вот твое уравновешивание, да, вот ты как весы работаешь, да, ты такой уравнитель немножко. Но может быть и немножко. Напиши, вот как ты считаешь, ты уравнитель или нет. Поэтому он где-то, возможно, он сам недоволен собой. В нем эмоция недовольства собой. Он как бы с одной стороны, когда вспоминает тебя, первая мысль, как он мог потерять
большую ценность. Ценное или самое ценное, что давало ему, ну или упустить. Давай пока не потерять, он не может потерять, а упустить, да, вот эту вот ценность тебя как свет и свою ценность как мужской фундамент, да, вот так вот. Ну, такая интересная эмоция, специфичная. Знаешь, когда речь заходит о вас, его сердце болит в области живота, то есть ниже. Сердце болит в живот, то есть когда речь заходит о вас двоих, он винит, ну как бы корит себя в неуверенности. И вот смотри, здесь пентакли и здесь пентакли. Он как бы обвиняет себя в нерешительности и в неуверенности в себе. Он не доверял тебе и сомневался в тебе из-за своих каких-то моментов, ну, больше материальных. Допустим, деньги, финансы, работа, да, вот в самодостаточности какой-то, да, вот он, его сердце болит в том, что его воля, да, не позволила ему реализовать себя, да, дать тебе больше, чем он на самом деле мог. Изначально, да, изначально у него хороший потенциал был. То есть здесь есть некая такая неуверенность в себе у мужчины пока. И чувство, что женщина значит намного больше, чем он думал, во всяком случае. Хотя он пока запирается в этом своем состоянии, да, упирается или отпирается от полного осознания. Но он уже на грани этого осознания, чтобы открыть себе глаза на очевидные вещи. Что ты для него намного больший свет и намного больший потенциал. Знаешь, как вот Земля устроена так, что без света не растет ничего нового. А ты для него и есть тот свет, где он чувствует себя землей. Вот услыши этот месседж. Знаешь, как его душа объясняет тебе, что он не может тебя забыть? Он признает в глубине души, что был с тобой счастлив. То есть он осознает, что счастье было это с тобой. Вот так вот. Поэтому между вами в прошлом было так много хорошего, так много позитивных моментов, что запираясь в себе или отталкивая тебя, да, как будто бы этот человек, особенно если это мужчина, он признает то, что мог бы дать тебе больше, но, знаешь, как сплоховал там, где засомневался в себе и не приложил больше усилий. Ну, так часто бывает. Не каждый из партнеров может трезво оценить свои способности, ресурсы, да, и пойти на определенные риски. Они здесь изначально были. То есть он, может быть, боялся потерять что-то материальное, да, может быть, боялся приложить какие-то силы, да, свои. Сомнения. Он стал заручником, да, заложником сомнений. Ну, окей. Давай немножко в мысли его попробуем просканировать. Немножко в мысли. Сейчас я настроюсь на 7 жезлов. И в потоке я хочу вот спросить. Вот он не скажет никогда, что ты его мечта. 7 жезлов, да. 7 жезлов, он запирается в том, что он мечтает о тебе. И он тебе этого не скажет. То есть где-то есть его гордыня. И ты для него постепенно, вот так медленно превращаешься в такой ценный приз. Да, вот как будто бы. Но он этого пока еще не осознает. Пока не осознает. Знаешь, он начинает прозревать только начинает прозревать. И вот эта скрытая правда, что сейчас страдает и он, и ты. Он только начинает это осознавать. То есть это к нему только приходит. Приходит этот дефицит тебя в себе, в нем. То есть он ощущает
себе дефицит тебя, вот как будто бы тебя дефицит, да, не иммунодефицит, да, а тебя дефицит, да, вот так интересно, да. То есть ему не хватает твоего наличия, твоей материи в себе. Не хватает уже тактильных ощущений. Он чувствует, что вы оба, ну, он думает даже, да, об этом, что, и это становится правдой, что вы оба изгнанники. И в этом есть частичка и твоего страдания, и его страдания. А вот смотри, свое молчание он оправдывает обидой. 5 кубков. И, знаешь, может, этот человек так склонен, может быть, и приложить, як кажуть, хренутый чарку, да. Ну, не обязательно он там заливает вашу разлуку чем-то. Нет. Ну, он в обиду, в тоску уходит, да. То есть, ну, чем он может оправдаться, да, вот то, что он молчит. Он как будто бы просто погружен в хандру. И вот его молчание он объясняет своей хандрой. Но он скрывает, что это хандра по прошлому, тоска по прошлому. И он говорит, я не в настроении. Я вот сейчас не в настроении. Ну вот он не в настроении, 5 кубков, все правильно, да. То есть он не будет говорить, что мне тебя не хватает, что я за тобой скучаю, тоскую, что я там страдаю. Я чувствую, что ты это тоже, у тебя 2 5 рядышком и 7, да. И он, знаешь, вот он пребывает в состоянии такого сомнамбулизма, да, вот в таком каком-то трансе. 7 кубков рядышком есть. И смотри, здесь 5-5, 17 дистанция. То есть в этой дистанции он пребывает как бы в некой иллюзии и страдании в таком, да. Поэтому свое молчание он может оправдывать. Мне сейчас нехорошо, нет настроения или нету сил, вот такое. То есть хандрой такой. Окей. Но знаешь, как бы он бы тебе хотел сказать, что у него все хорошо, но он это сдерживает. То есть он не хвастается тем, что у него все классно. Ну, например, если вы как-то там переписываетесь вдруг, и ты спрашиваешь его, как твои дела, он не говорит, что все хорошо. Он говорит там, да не очень, да так себе. Ну, все нормально, но не говорит, что все хорошо. Поэтому он бы хотел сказать, что у него все хорошо, но он это будет сдерживать. А знаешь, почему он это сдерживает? Потому что его энергетика и его психосоматика из-за того, что вы не вместе, в таком миноре находится, что действительно он не может найти себе силы, чтобы признаться в том, что ему без тебя на букву «Х». Но не подумай, что все хорошо, да, то есть нехорошо. Окей, давай немножко посмотрим еще вот эти его внутренние как бы конфликты, что он скрывает от себя и так далее. Он реально подавляет в себе желание строить планы на будущее. На данный момент это, к сожалению, так. Но это не говорит о том, что все может измениться. Он на грани, он уже устал себя подавлять, но еще как бы не сломлен. Почему? Вот он вот-вот сломается. Смотри, 10 жезлов и 6 жезлов. То есть он уже на грани делать себя внутри себя победителем, но уже не говорит об этом. По 6 мы только что в ней были, да? А 10 жезлов, ему уже трудно это скрывать. То есть ему становится трудно скрывать свою жесткость. Он вот-вот, он на грани, он вот-вот как бы сломается, ваш партнер. Особенно, пока мы говорим здесь больше о мужчине. Но, мужчины, смотрите, если вы смотрите на женщину, тут может быть ваше зеркало, поэтому смотрите с другой стороны расклад, да? Окей. Давайте еще посмотрим глубже. Вот он больше всего боится, знаете чего? Больше всего он боится потерять тебя. И потерять тебя, материальную связь, остаться без тебя. И боится остаться без перспективы с тобой. Но также он может
очень сильно бояться за что-то материальное. Например, остаться не только без тебя и перспективы, но остаться без денег, без работы и без имущества. Это всегда имущество. Десятка пентаклей. Поэтому его такие страхи и сомнения, да, вот они опять, мы же эту семерку и проверяем. С одной стороны, он боится потерять то, что он смог накопить в материальном плане, а с другой стороны, он боится потерять материальную, устоявшуюся, прочную связь на материальном уровне с тобой. Ну окей. Знаешь, какая вот тень в его душе, да, что ты сильнее его. Твое спокойствие сильнее его. И это мешает ему приблизиться к тебе. То есть его ощущение твоей силы и умение укрощать строптивость его силы, твоего партнера, является главной тенью в его душе, которая мешает ему приблизиться к тебе. Окей. Ты знаешь, твоя мудрость одновременно и пугает, и притягивает, то есть и манит. Вот он чувствует в тебе что-то вот такое древнее, это всегда древняя мудрость, да, опыт. Все это всегда опыт и древняя мудрость. Поэтому твоя мудрость реально и манит, и отталкивает его. Ну, может быть, есть разница в возрасте. А может быть, учитывая то, что ваши отношения могут быть кармическими, космическими, вот такое, да, то есть они долгие. Ну, что-то, может быть, манит его из прошлого, из других эманаций к тебе. Ну, и что-то напоминает, да. Ну, а отталкивает всегда, знаете, вот интеллект иногда и манит, с одной стороны, иногда пугает, поэтому мудрость тоже может пугать. Иногда мудрый совет неопытному человеку, да, или не мудрому человеку, а особенно неумному. Когда даешь мудрый совет, да, неумный особенно, ну, он его пугает, и человек может даже на тебя обидеться, потому что человек просто не готов к этому еще. Окей, давай тогда следующий уровень, потому что у нас очень глубокий расклад сегодня. Вот возможные действия, планы, о которых он умалчивает. Ну вот смотри, он никак не может решиться дать себе шанс на какие-то активные действия, но они связаны с материализацией, с деньгами и с материей. Это о чем? То есть проявить себя. Он собирается проявлять себя, но еще пока не решается. Но учитывая то, что мы видели, да, он вот-вот должен проявить себя. Сколько по времени? Ну, это один цикл. Максимум это может год длиться. Ну, а так вообще это и месяц. В течение месяца он может проявить себя. Имей это в виду. И, например, он может даже что-то подарить, показать, да, преподнести. То есть он как-то материализует свои решимые действия, например. Может, поможет деньгами, может, поможет какими-то силами. Может быть, вернет долг, да, например. То есть материализация чего-то. Знаешь, вот почему его душа говорит иди, а разум говорит стой? Ну, во-первых, он пока не видит перспективы, да, боится. Но больше всего это страхи. То есть он просто испуган чем-то, напуган. Поэтому душа говорит иди, а разум говорит реально стой, потому что ему страшно. То есть там, где ему страшно, он останавливается. Этот человек реально боится, несмотря на то, что он может быть такой резкий, дерзкий, да, острый на слово. Но страх является самым главным триггером у него, да, и он его останавливает. Он тайно будет за тобой наблюдать, следить, шпионить и будет тайно манипулировать тобой. Тайно манипулировать информацией. И
его планы тайные по отношению к тебе связаны с собственной выгодой информации о себе для тебя. То есть он не будет говорить тебе правды о себе. А вот если он перестанет сопротивляться себе, он начнет ощущать в себе уверенность и найдет в себе точку опоры и найдет то место, переломное место, где он сможет остановиться и перестать бояться. Поэтому если он перестанет сопротивляться себе, он перестанет бояться. Я так скажу, пока этому человеку может помочь, как минимум психолог может помочь в этом случае. Но посмотрим дальше. Окей. Давай немножечко еще об истинном голосе его души посмотрим, вот эти вопросы. Вот на уровне души он признает, что испытывает к тебе чувства. Они в нем живут, эти чувства. И на уровне души он говорит тебе: я тебя люблю. Вот так. Это на уровне души. И он хочет услышать правду, что ему реально страшно, и что за его резкостью, возможно, скрываются защитные механизмы. И учитывая то, что у него тут защитные механизмы, первая карта из расклада и первая карта из мужской ситуации особенно, то он хочет услышать, что он боится тебя потерять, но опять-таки страх останавливает его. Возможно, вы вдвоем и можете преодолеть эти страхи. Почему у вас все на мечах? Это все на страхах основано, весь расклад здесь. Он как будто корона, здесь мечи. А мечи – это всегда страхи. Но и понимание этого страха. Вот так. Ты знаешь, он даже как будто бы внутри себя надеется, что ты дашь ему шанс, несмотря на то, что он так останавливается. И он призывает вашу связь как будто бы возродиться. И если ты хочешь, чтобы он появился, чтобы он возродился или она, ставь на паузу и пиши. Посмотри на таймер, эта минута. Я призываю его и даю ему шанс, или ее и даю ей шанс, чтобы эта связь возродилась. Или я призываю нашу связь возродиться. Вот так будет, наверное, правильнее всего. Я призываю его и нашу связь возродиться. Вот так вот. Вот смотри. Его душа сквозь молчание шепчет тебе: прости меня за то, что, возможно, предал себя, тебя, возможно, поступил так, как, это как минимум недостойное поведение, как для мужчины. Это однозначно, это мужская карта больше. И, может быть, и женщина здесь тоже. Смотрите, тут уже как будто бы о прощении за что-то очень плохое, за какой-то плохой поступок. Но это вообще карта больше о предательстве. Но это и поступок, Поэтому его душа шепчет, чтобы ты простила его. И это идет к тебе сквозь молчание. Этот голос идет к тебе сквозь молчание. Окей, давайте немножечко теперь в энергетике нырнем. Поговорили, мысли, чувства посмотрели, глубинные вопросы затронули. А вот энергетическую связь мы посмотрели здесь на мечи, как фабулу, но еще глубже. Знаешь, как он ощущает твою энергетическую связь на расстоянии по этой карте? Он разговаривает с тобой. Он ведет с тобой диалог. И, возможно, ты этот голос слышишь через карты, либо просто слышишь его во сне, что-то он тебе говорит, или наяву даже можешь слышать. Это как будто бы такая, ментальная связь, может быть, телепатическая связь. Поэтому он тебя
слышит твою энергию на расстоянии через диалог, через телепатию. Можете думать одновременно об одном и том же, например, да. Ну или одни и те же слова какие-то, да, вот крутит. Знаешь, вот его больше всего трогает умение, твое умение заботиться, создавать уют, комфорт, спокойствие и как будто бы, когда он рядом с тобой, время его останавливается. Останавливается поток, и он чувствует, он как будто бы выдыхает рядом с тобой, да, вот так. Но 4 жезлов всегда о домашнем покое, уюте, и вот рядом с тобой его жизнь превращается в настоящий праздник. Ты умеешь создать этот праздник, поддержать этот праздник, да. Может быть, для тебя это является открытием, но ты это умеешь делать. Ну, а если это не открытие, то напиши: да, я умею создать праздник. На уровне душ вы связаны чем-то материальным и какой-то очень высокой целью. Ну, особенно если она материальная. Например, построить дом, построить бизнес, что-то создать. Особенно если оно разрушено, поэтому у вас шанс на реинкарнацию чего-то есть. Пока есть. И на уровне душ вы связаны высокой целью. Но не делайте ее за самоцель, да. Просто пусть она будет. И на уровне душ вы должны быть связаны материальной целью. Не будет материальной цели, вам будет очень тяжело. Но только опять-таки не идеализируйте ее, и если эта цель будет не идеальная, пусть будет не идеальной. Когда вы в разлуке, он чувствует, что все должно измениться. И он хочет этого, чтобы все изменилось. И он говорит: ну вот, нам судьба быть не вместе, но все поменяется. То есть как бы противоречит себе. И здесь вот и есть вот эта вот 8. Вот 8 мечей. Это часть вот этой карты. Одна из частей. Верхняя или нижняя — это уже как бы, второй вопрос. Окей, то есть в разлуке он чувствует, что все изменится. И это, в принципе, обычно к лучшему. Обычно к лучшему. Что все должно поменяться, что судьба даст еще шанс. Это всегда карта шансов. И, знаешь как, если ваши души, да, объединены чем-то высшим, космическим, звездой, да, как минимум это цель, да, общая, может быть цель, общее действие какое-то. Естественно, рано или поздно судьба повернет вас лицом к лицу и сведет ваши дороги. И он это чувствует, что ваши линии судьбы опять вновь пересекутся. Давай немножко именно чтобы, как бы он исповедовался перед тобой. Вот смотри, его раскаяние, его крест перед тобой в том, что он причинил тебе много тревог, заставил тебя тревожиться, да, заставил тебя понервничать и попереживать. Может быть, где-то причинил даже и физическую боль. Но и также он кается за то, что не доверял тебе. Его крестом, его раскаянием будет недоверие, боль, острые слова, обидные слова и все мечи, которые он направлял в тебя, в том числе и слова, и действия, и физические, и вербальные. Окей. И видишь, смотри, его паш мечей и его 5 мечей, его раскаяние, оно близко. Его попытка попросить прощения от души и его истинное покаяние, да, они рядом, эти 2 карты. Вот смотри, еще раз, он хочет попросить прощения перед истинной женщиной. И он хочет попросить прощения вслух, не может об этом он сказать, кстати. Он не может сказать об этом вслух. Но он бы хотел попросить прощения за то, что недооценил тебя.
Здесь недооценка. Здесь высокое эго. Это высокое женское эго. И, может быть, где-то он просит прощения за то, что не давал быть тебе лидером первой. То есть, может быть, унижал, может быть, самооценку занижал. Да, вот такое часто бывает. И он недооценил твою энергию. Ты намного сильнее. Намного сильнее. Он просит перед тобой прощения за то, что не давал тебе возможность управлять совместной вашей реальностью. То есть он ставил тебя на второй план. Вот так. По этой карте, в этой комбинации здесь такие карты, которые как будто бы он тебе не давал слова. Как будто бы вот это обесценивание, да, и задвигание тебя на второй план, но где-то давало ему больше значимости, да, вот так. Давай посмотрим, вот как он видит свою ошибку со стороны. Вот знаешь, он ее пока не видит, но он ее чувствует в глубине души. То есть он чувствует, что это очень мрачно. Что он реально там, накосячил, да, давай так. Или нарубил дров, наколол дров. Как угодно можно сказать, да. Но он ее не видит. Но он чувствует, что это очень плохо. Поэтому его раскаяние достаточно глубокое внутри себя. Интересно, интересно. Тут реально луна выпала. И, как будто бы он действительно ему противно внутри себя самого, да, в глубине своей души. То есть ошибку он не видит, но он ее чувствует до рвоты. Вот это вот карта до рвоты. Или до воя. То есть он может ее не видеть, ошибку, но воет на луну от нее. Да? То есть он проговорить ее не может, потому что разум не понимает, озвучить ее не может, а в душе она вырывается на поверхность. То есть он эту свою ошибку проглатывать или вытеснять уже не может. То, о чем я уже и говорил, да, то есть он ее закрывает, да, вот здесь по этой карте, вытесняет, но вот-вот сломается вот здесь, да. Но и это выглядит, как он не говорит о том, что все хорошо, да. Почти человек как будто бы сломлен, да, вот как бы сломался из-за тебя, да, как бы. Оно-то из-за тебя, и из-за себя, естественно. Вот смотри, со временем он понимает, что он не приложил тех усилий, которые мог бы приложить. И со временем он начинает понимать, что ему нужно работать и над собой, в отношениях с собой, и вам вместе в этих отношениях вам надо работать, работать и работать. И что вместе с тобой он растет, меняется, трансформируется в духовном плане, физическом, материальном. То есть со временем он понимает о тебе и вас, что ваши совместные усилия имеют шанс развиваться в перспективе и дать больше, чем вы уже успели достигнуть. Хороший позитивный расклад немножечко такой сегодня, да. Он очень болезненный для одного из партнеров. То есть, по идее, вот кто-то из партнеров здесь переживает страдания именно как катарсис, да, в осознании ошибок. А второй партнер будет здесь, наоборот, повышать свою самооценку. Благодаря где-то глубинному осознанию, что прав. Потому что правда, она всегда как свет идет. Да? Окей. Вот если бы страх его исчез, он признался бы в том, что его сердце разбито, но и признался бы в том, что разбил сердце тебе. Вот через карты его душа хочет тебе передать послание, что он на пути осознания. Король мечей – это водолей, а между вами карта водолея и цели осознания. То есть его душа хочет тебе передать через карты, что он на пути осознания того, что он может быть другим, и что то, что мы сегодня увидели, происходит с ним. Прямо сейчас он хочет тебе сказать, чтобы ты знала, что он кается, что он хочет избавиться от этой луны внутри себя. Может быть, это его поступки, может быть, это очищение от всего негатива, что он причинил тебе, себе. Может быть, от того негатива, что произошло по
ну, извне, допустим, если кто-то там магичил, не знаю, мы сегодня не смотрим эти негативные влияния, да, вот просто говорим о душе, то есть о душе. То есть он хочет тебе передать, да, чтобы ты знала прямо сейчас, что он очистится от всех грехов, от скверны и просит прощения. Ну, вот так вот прямо идет. Ну, окей. Ты знаешь, ему больно потерять в тебе тебя и в тебе себя. Особенно для мужчины, да, то есть мужчине больно в тебе потерять себя. Ну, то есть он этого не хотел бы. И ему больно потерять понимание. Ну, 4 и покой в том числе. Мечи – это всегда понимание, разум, но и покой. То есть в тебе ему больно потерять свой покой. Поэтому он так и обеспокоен. Вот если ты услышишь его душу, ты примешь решение и развяжешь руки как минимум себе, но и ему тоже. И, возможно, вы примиритесь. Возможно, такой шанс тут есть. Если он откроется, у вас появляется шанс найти новую площадку для компромиссной зоны комфорта. Его душа пока что еще не приняла решение в твою пользу. Почему? Потому что он закрытый. И его нужно как будто бы раскрывать. Но раскрываться он будет благодаря какому-то шоку. Будет шок. 9,4, 13 по эмоциям. Но, скорее всего, он будет сперва выть, а потом будет взрыв какой-то, да. Но, учитывая то, что тут рыцарь мечей, он пойдет на какое-то обострение, скорее всего. В завершение разговора он тебе оставляет вот это судьбоносное послание. Висящий. Он не может без тебя, так как и не может отпустить тебя. И также и ты не можешь без него. Эти отношения, скорее всего, кармические и созависимые. И его судьбоносное послание в завершении разговора. Вы еще увидитесь, но все самое интересное в хорошем смысле слова и в кавычках у вас еще впереди. И каждому из вас то, что происходит между вами, это будет стоить дорого. Пусть у вас хватит сил преодолеть эту карту. И совет высших сил вам в этой ситуации. Прислушайтесь к своему сердцу. Прислушайтесь к сердцу своего партнера и партнерши. Сердце не обманешь. Чувства всегда чисты и дают истинно верное решение. Воспользуйтесь своей интуицией, попробуйте успокоиться. И если вам дороги эти отношения, попробуйте испить эту чашу вдвоєм. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. Все буде добре. На зв'язку. Па-па.